Здравствуйте, друзья! Сегодняшний выпуск мы посвятим осеннему курсу для таких, как мы, людей 48+. Если помните, в нашем более раннем видео, которое называлось «Мои любимые препараты», мы презентовали небольшой летний курс, по ссылочке можете подойти посмотреть, и сделал определенные выводы. Мы решили повторить этот эксперимент, скорее всего не эксперимент, а вернуться в молодость и сделать подобный курс на осень. В чем его смысл, в чем его преимущество? Для таких людей, как мы, я, Дима, Андрей, возрастных, мы пришли к выводу, что большие дозировки препаратов, эта необходимость полностью отсутствует. Сегодня я вам расскажу, какие препараты взяты, в каких минимальных концентрациях, что нам это даст и что мы хотим получить от этого курса. Немножко, совсем небольшой, условно назовем его массонабор, хорошее настроение, хорошее качество тренировок и обязательно, что самое главное, это помочь суставному аппарату лучше работать. Даже можно так сказать, реабилитация, восстановление суставного аппарата. И начнем, как и прошлый курс, со взвешивания, покажем базу, с чего мы начинаем, и через 2-3 месяца, когда будет результат конкретный, сравним, что было, что стало и что у нас получилось. Итак, для начала мы имеем почти 93 килограмма. В принципе, летом было похожее начало. Тогда мы набрали за лето до 97, даже мелькал 98 вес. И задача была основная на качество. Сегодняшний курс, этого сезона, у нас задача набрать также килограмма 4 массы, потом закрепить его, этот результат, и дать, так сказать, разгон на предстоящее полугодие, когда мы будем дальше тренироваться на спортпите, аж до самого лета. На добавках, на витаминках, то есть на натуральном питании. В ближайшие 2 месяца мы немножечко взбодримся и сейчас посмотрим, чем. Начинаем. Основа этого курса, как и летнего, будет, конечно же, гормон роста. Выбрали мы того же производителя. У меня остался целый флакон, буквально 5 кубиков от летнего курса. И столько же я взял еще на осень. Тут он еще даже не распечатанный. Целый. Итого мы получаем 3 по 5, 15 кубиков, это 300 единиц. Дозировки у нас будут не более 20 единиц в неделю. Растянем мы все это удовольствие где-то на 6-7 недель. Что нам это дает и для чего это надо? Благодаря этому фундаменту, это не иначе как фундамент любого курса, особенно в нашем возрасте, хотя это для большинства людей будет актуально, мы обеспечим безопасность работы суставного аппарата. Естественно, это будет идти в связке с хондропротекторами. Я их не взял с собой, баночка есть, то есть однозначно. То есть доза терапевтическая, срок применения недолгий, побочки от него получить, как уже показал наш опыт, практика, никакой не будет. А результат именно позволит восстановить суставной аппарат, облегчить его работу, где-то какие-то больки, кольки, все это уйдет. И самое главное, что благодаря гормону нет необходимости повышать дозировки в более тяжелых препаратах, которых мы вам сейчас покажем. Итак, гормон роста, жидкий, как я уже сказал, хорошее проверенное качество. И это является нашим фундаментом осеннего курса, назовем его условно массонабор для пенсионеров. Есть. Следующее. Препарат, о котором мы много говорили, на который мы получали много хейта, когда мы его не применяли, это будет тестостерона Энантат. Хорошая фирма Bayer, проверенный тоже, у меня его было много, кому-то подарил, кому-то продал, кому-то поменял. Всего будет 3 ампулы в этом курсе. Почему так мало, спросите, я скажу. Попробовал лично на себе. Одну в неделю мне колоть нет необходимости. Потом получается серьезная гормональная яма даже от 6 ампул. Я попробовал этим летом просто одну, поставил и держала меня недели 2. Поэтому, соответственно, также будет эти 3 инъекции каждый раз в 2 недели. Начало, середина и конец месяца. Это даст, все знаете, что дает тестостерон, так сказать, немножко повысит, но не даст побочки. За 3 ампулы не успеет меня загнать ни в какую гормональную яму. Теперь он очень тяжелый, набирать тяжело, он густой, как, я не знаю, как сопля какая-то, консистенция, его греть можно перед тем, как ставить. Но действует действительно активно неделю, еще недельку ощущения, потом вторую есть. Мне этого будет достаточно благодаря следующему препарату. Следующее, так сказать, масло, которое будем использовать, это Примабалан. Вот я 5 ампул добрал, и осталось у меня с летнего курса еще одна.
6 мне хватит, это будет как раз 6 недель. Начнем мы его применять вместе с тестостероном, то есть одна ампула теста, но в отличие от этого, это будет каждую неделю по одной инъекции. Я выбрал именно его. В чем его преимущество? Это один из самых чистых, наверное, препаратов масляных, которые дают действительно мягкий, но при этом мощный, хороший эффект. Масса качественная, тело не заливает. От 6 ампул по бочке практически 0. То есть я не знаю, сколько его надо поставить, чтобы получить реальный побочный эффект. Это уже было проверено. Также летом я поставил 6 ампул. Результат был долгий. Я закончил в конце июля, а держало меня еще до конца августа. Вообще результат был замечательный, мне этого действительно хватило. Это будет связующим звеном между тестостероном, то есть Примабалан. Итог. Прирост качественной мышечной массы, слегка повышение силовых показателей, мягкая работа, в общем, всего организма, минимум побочки. Следующее. Торинабол. Препарат для меня, скажем так, новый. Я его попробовал первый раз вот этим летом. Использовал минимальные дозировки, это было 5-6 таблеток в неделю. Но продлилось это немножко больше, чем сейчас будет, потому что сейчас я решил попробовать немножко увеличить дозировку. То есть первая неделя будет по одной таблетке, вторая, третья, четвертая по 2, и потом остаток также по одной. Чем он мне понравился? Это был тоже своего рода мостик между инъекциями масляных растворов. Он действительно, как я и хотел, меня бодрил, своего рода такой активный предтрен, то есть утречком я его принимал, и тренировка заходила на ура, несмотря на то, что масло ставишь раз в неделю. Вот благодаря турику, так называемому, тренировка получалась более чем бодрая. Думаю, увеличив это все в 2 раза, получится немножко поинтереснее. Посмотрим по килограммам, по массонабору, что нам это даст. Поэтому всего 50, сами понимаете. Также тот, кто говорит про токсичность этого препарата, он мне не успеет навредить однозначно. Это даже несравнимо со 100 колесами метана в свое время, которые ребята принимали. То есть, что мы получаем? Вреда минимум, польза есть. В совокупности с предыдущими названными препаратами надеемся получить задуманный результат. Дальше. Станозолол. То же самое, препарат это я новую добрал, осталось немножечко, даже этот не добил 2, всего 7 ампул. Почему? Потому что многие сразу же кричат в комментариях, что это высушивает суставы и так далее и тому подобное. Ребят, чтобы высушить суставы и дать побочку, вам надо минимум в 2 раза больше, то есть 15-20, а то и больше ампул, которые действительно даст побочку. Но в конце курса именно станозолол, он поможет, как сказать, продлить эффект, то есть сделать мышцы чуть-чуть более жестче. Этот эффект от приема масла, скажем так, будет более ярко выраженный. Живот меня подсушивает хорошо. И еще мы его будем принимать в самом конце. То есть, так как тестостерон и Примабалан долгоиграющие витамины, и после последней инъекции вас еще минимум 2 недели держат. Вот эти 2-3 недели и будут пролонгированы именно легким эмульсией станозолоном, который не на масле, который быстро выходит, и наложит свой эффект на эффект действия масляных препаратов, который вот, в свою очередь и поможет сделать курс безопасным. Как я уже сказал, препарат самый чистый, он на воде, он практически в этих дозировках безвреден, как показывают анализы, и поможет немножечко вот в конце это качество сохранить и продлить. И следующее, конечно же, Clomid. Я не доставал все запасы. Вот. Минимальный курс, как советуют доктора, потому что возраст есть возраст, надо на это делать поправку. Я его тоже ближайший начал принимать, наверное, последний год. До этого не было необходимости, но почувствовал по организму, что все-таки надо. Да, работает. Я взял по 50 миллиграмм таблетку. Там рекомендуют первую неделю, после небольших курсов 2 недели. В общем, буду пробовать по состоянию. Смотрю, все время есть у меня еще, сейчас покажу вам, хороший Clomid. Где же у нас хороший наш? Вот, тоже интересная фирма, Zilt. Здесь дозировочка поменьше, вот, по 10, по-моему, по 25 они идут, да. Поэтому можно делать, да, 25 миллиграмм, этот 50, то есть начать с мощного, закончить более мягеньким, более слабеньким.
как показали результаты, действительно быстро тебя приводит в норму и чувствуешь себя потом после курса вполне работоспособным. Естественно, после курса будут трибулусы, естественно, будет цинк, магний, ашвагант и прочие витамины. Без этого никак. Это мы вам уже рассказывали, если надо и будет желание, мы потом еще расскажем. Вот. А на сим все. Что еще? Витамины комплексные пьем осенью, не забываем. Это важно для любого человека, который ведет активный образ жизни, чтобы ваш организм не чувствовал себя как выжатый лимон, потому что осень, организм начинает бороться с вирусами, с разными инфекциями, заболеваниями, и плюс физические нагрузки тяжелые, я надеюсь, у вас они адекватные, тяжелые и рабочие, поэтому надо поддерживать свой организм. Витаминный комплекс, любой, который вам нравится, используйте и не забывайте о здоровье. И теперь подведем небольшой итог, что так за курс и что он нам даст. Как я вам уже показал, дозировки каждого препарата минимальные. То есть каждый по отдельности препарат из представленных, он не дает в принципе побочки. И летние анализы, вернее результаты после летнего курса это подтвердили. То есть практически они были, все в норме было. Да, я не дожидаясь анализов попил корсильчик, почистил печень, попил фитолизин, почистил почки, и потом через месяц, то есть чтобы уже показать реальное состояние организма, все показало, все в норме, все хорошо. Поэтому дозировки минимальные, курс недолгий, он не загонит вас ни в какую яму. В общей сложности займет, наверное, этот курс 7, ну может быть там 8 недель, это вот с последними ампулами Винстрола, уже без масла, без ничего. Ну а дальше это кумит, то есть трибулус, это тоже как бы не считается. И таким образом, как бы закончив еще до декабря, декабрь, январь, февраль, март и апрель, 5 месяцев мы будем держать наработанный результат, ждать лета, чувствовать себя нормально, как показывает практика. А летом увидимся и так далее. Я надеюсь, нам еще будет о чем с вами поговорить. До новых встреч. Задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Вот. Донатьте, если не трудно. В общем, все, что интересно, спрашивайте.